Мозг – это как компьютер, он управляет всем нашим телом. Благодаря работе мозга человек может двигаться, мыслить, чувствовать, слышать, видеть и осязать. Когда мы прикасаемся к чему-то, то рецепторы на нашей коже посылают сигнал в мозг. А мозг расшифровывает эти сигналы и переводит их в ощущения. Приятные, нейтральные или неприятные. Допустим, хотя бы боль. Наш мозг воспринимает все вокруг. Звуки, картинки. И так мы можем сделать эксперимент. Посмотрите на эту картинку. Посмотрите и послушайте. Вы видите, как капает дождик, и слышите звук дождика. А на самом деле это был звук жареного бекона. Теперь посмотрите на эту картинку и послушайте тот же звук. Эмоции всегда с нами. Нейроны посылают сигналы, и мы испытываем разные эмоции, такие как, может быть, радость или грусть. В человеческом мозге 86 миллиардов нейронов. Нейроны соединяются между собой и передают сигналы. Посмотрите, как я соединяю нейроны, и по ним идет сигнал. Чарльз Дарвин считал, что многие физические выражения эмоций связаны с эволюцией. Например, вы замечали, когда мы боимся, волосики на руках приподнимаются. У собак и других животных происходит так же. Когда они боятся или злятся, они становятся очень пушистыми. Это помогает животным выглядеть еще больше и устрашающе. У этой большой улитки всего лишь 20 тысяч нейронов. И все же она способна реагировать. Она приближается к тому, что ей нравится, и избегает негативных воздействий. Мозг многих обезьян достаточно развит. В природе шимпанзе способны использовать орудия труда. Например, они используют палки для ловли муравьев. Мозг разделяют на зоны, и каждая зона выполняет свою функцию. Видите синий отдел? Это центр Брока. Этот отдел ответственный за то, как мы говорим и понимаем слова. А это лимбическая система. Она имеет отношение к процессам памяти и внимания. Иногда несколько слов меняют наши мысли. В одном исследовании людям показывали видео автоаварии, а потом спрашивали, как быстро ехали машины. Когда для вопроса использовали такие слова, как «разбились», то многие вспоминали, что машины двигались быстрее, чем тогда, когда такие сильные слова не использовались. Вот так всего лишь одно слово меняет нашу память. Представьте, что двигающиеся и светящиеся точки – это нейроны. Мозг ребеночка в животике у мамы в период с 29 по 41 неделю увеличивается почти в 3 раза. А вы знаете, что мозг можно подключить к компьютеру? Мозг и компьютер могут получать и отправлять электрические импульсы. Так многие медицинские аппараты уже пользуются этими знаниями.
Ученые еще не до конца изучили мозг, но проводят много исследований, чтобы лучше понимать работу мозга. Подписывайтесь на мой канал и забрасывайте меня лайками.